Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале. Также я хочу вас пригласить на мой второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Проходите, подписывайтесь, я буду очень рада. Сегодня мы будем с вами вязать узор ажурный спицами. Я вязать буду из пряжи I Love You 7, торговая марка производителя Drops. Вчера я снимала обзор на эту пряжу, ссылочку оставлю, проходите, смотрите, все характеристики пряжи я рассказала. Также хочу с вами поделиться своим промокодом на скидку 10%, его можно тоже скопировать в описании под этим видео, и также ссылочку на пряжу и на интернет-магазин Мир Вышивки я оставлю в описании под этим видео. Сейчас мы сразу приступим с вами к вязанию узора, а в конце видео я расскажу немножко о пряже, из которой вязала. Раппорт узор состоит из 6 петель плюс 2 кромочные. Вы вяжете высоту с 1 по 10 ряд, а затем повторяете узор с 3 по 10 ряд. Для вязания образца я набрала 26 петелек, из них 24 петельки для того, чтобы связать 4 раппорта в ширину и 2 петельки кромочные. Приступаем к вязанию первого ряда. Одну петельку первую снимаю как кромочную. И приступаем к вязанию первого раппорта. Раппорт у нас состоит из 6 петель. Вторую петельку провязываю лицевой за заднюю стенку. И далее мы вяжем 3 лицевых петли, 3 изнаночных петельки. Связали с вами один раппорт. Раппорт у нас состоит из 3 лицевых и 3 изнаночных петелек. Продолжаем вязать второй раппорт. 3 лицевых за заднюю стеночку и 3 изнаночных петельки. Связали второй раппорт и таким же образом вяжем третий раппорт. 3 лицевых, 3 изнаночных. Три лицевых петельки за заднюю стенку и 3 изнаночных петельки. Кромочную слева я провязываю изнаночной петелькой. Связали первый ряд узора. Приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд — это у нас ряд с изнаночной стороны. Кромочную петельку снимаем. И далее мы вяжем второй ряд по узору. Над лицевыми петельками вяжем лицевые петельки. Над изнаночными петельками вяжем изнаночные петельки. Раппорт у нас 6 петель. И мы снова провязываем с вами 3 лицевых петельки, 3 изнаночных. Это основа одного раппорта. Кромочную петельку провязала изнаночной петлей. Вяжем третий ряд по лицевой стороне узора. Кромочную снимаю, один накид на спицу, и теперь мы должны вот эту вторую петельку провязать сверху. Каким образом я это делаю? Первую петельку снимаю на правую спицу, вторую петельку снимаю на правую спицу. С правой спицы первую петельку перекидываю на левую, а вторую петельку оставляю на правой спице. И первую и третью петельку я провязываю вместе лицевой за заднюю стеночку. И через вторую петельку, она же у нас центральная, я протягиваю вот эту петельку, которую мы связали лицевой, 2 петельки лицевой вместе.
1 накид на спицу и вяжем 3 петельки изнаночными. Все, связали с вами один раппорт узора. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Кромочную петельку снимаю. И над лицевыми петельками мы вяжем 3 изнаночных петельки. Первая петелька изнаночная, вторая изнаночной петлей и третья петелька изнаночная. Первый накид провязываем лицевой петелькой. Над изнаночной петелькой мы провязываем эту петельку лицевой. Второй накид провязываем лицевой петелькой. Связали один раппорт. Давайте еще вместе свяжем второй раппорт. Над лицевой петелькой провязала одну изнаночную, над второй лицевой провязала вторую изнаночную петельку, над третьей лицевой петелькой провязала третью изнаночную петельку. Первый накид провязала лицевой петлей, над изнаночной петелькой провязала лицевую петельку, второй накид провязала лицевой петелькой. Связали 2 раппорта и продолжаем вязать. 3 изнаночных, 3 лицевых. 4-й раппорт 3 изнаночных, 3 лицевых и заканчиваем вязать. Кромочную провязываем изнаночной петелькой. Вяжем 5-й ряд узора. Одну петельку снимаю, провязываем первую петельку изнаночной петлей, вторую петельку изнаночной петлей, третью петельку изнаночной петлей. Далее мы вяжем 3 лицевых петельки и повторяем раппорт. 3 изнаночных петельки, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых. Таким образом мы вяжем раппорт до конца ряда. Кромочную слева провязываем лицевой петелькой. 6-й ряд узора. Одну петельку снимаем. Над изнаночными петельками мы вяжем изнаночные петельки, над лицевыми петельками мы вяжем лицевые петельки. Здесь у нас раппорт будет 3 изнаночных, 3 лицевых. 3 изнаночных петельки, 3 лицевых петельки за заднюю стеночку, 3 изнаночных петельки и 3 лицевых. Три изнаночных, 3 лицевые петельки и кромочную мы провязываем лицевой петелькой. Вяжем 7-й ряд узора. Кромочную снимаем, над изнаночными петельками вяжем изнаночные петельки. Я провязываю 3 изнаночных петельки. И далее мы будем вязать 3 петельки вместе, чтобы вот эта центральная петелька, вторая, была сверху. Перед этим я делаю накид на спицу. Первую петельку снимаю, не провязывая, вторую снимаю, не провязывая. Переношу первую петельку на левую спицу, правую оставляю на вторую петельку на правой и провязываем первую и вторую и третью петельку вместе и протягиваю таким образом. Один накид на спицу. Далее мы вяжем 3 изнаночные петельки. Один накид на спицу, петельку первую снимаю, вторую петельку снимаю на правую спицу. Далее первую петельку переношу на левую спицу, вторую петельку оставляю на правой
И первую и третью я провязываю вместе за заднюю стеночку. И переношу через вторую петельку первую и третью петлю, связанную вместе. Накид на спицу, 3 изнаночных, накид и вяжем таким способом еще раз. Накид на спицу, 3 изнаночных, накид и провязываем 3 петельки вместе, при этом чтобы центральная была сверху, она же вторая петелька, вот таким образом. Накид и кромочную провязываем лицевой петлей. Вяжем 8 ряд узора. Кромочную петельку снимаем, первый накид провязываем лицевой петелькой, над изнаночной петелькой вяжем лицевую петельку, второй накид провязываем лицевой петлей. Над лицевыми петельками мы провязываем изнаночную петельку, над первой лицевой, над второй лицевой провязываем вторую изнаночную и над третьей лицевой петелькой провязываем третью изнаночную и повторяем раппорт. 3 лицевых петельки, 3 изнаночных петельки, 3 лицевых петельки, 3 изнаночных петельки, 3 лицевых петельки, 3 изнаночных, и кромочную провязываем изнаночной петелькой. Вяжем 9 ряд, кромочную снимаем, далее мы вяжем 3 лицевых петельки, 3 изнаночных петельки, 3 лицевые петельки, 3 изнаночные, 3 лицевые петельки за заднюю стеночку провязываю, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные и кромочную провязываю изнаночной петелькой. 10 ряд, кромочную снимаю, над лицевыми петельками вяжем лицевые петельки, над изнаночными изнаночные. Провязываем 3 петельки лицевыми петлями, над изнаночными петельками мы вяжем 3 изнаночных и повторяем до конца ряда. Раппорт у нас здесь начинается с 3 лицевых, потом 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные и так далее. Крайнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Теперь мы должны повторить данный узор с 3 по 10 ряд.
Давайте я покажу вам, как вяжется третий ряд. Раппорт у нас состоит с 3 по 10 ряд. Из 8 рядов в высоту. Кромочную снимаю. Накид на спицу. Первую петельку снимаю, не провязывая, переношу на правую спицу. Вторую петельку, не провязывая, переношу на правую спицу. Далее я первую петельку переношу на левую спицу. И первую с третьей провязываю лицевой петелькой вместе за заднюю стеночку. И через вот эту центральную, она же вторая петелька, протягиваю петельку, которую мы провязали первую и третью вместе. Накид на спицу. Далее мы вяжем над изнаночными петельками лицевые петельки, провязываю 3 лицевых, связали 1 раппорт, 1 накид на спицу и вяжем 3 петли вместе лицевой, при этом вторая петелька должна быть сверху. Накид. Над изнаночными мы провязываем 3 лицевые петельки. 1, 2, 3. Накид. И вяжем 3 петельки вместе. При этом центральная петелька должна быть сверху. Накид. Над изнаночными провязываем 3 лицевые петельки, накид и вяжем 3 вместе. Центральная петелька должна быть сверху. Накид и заканчиваем вязать 3 лицевые. Кромочную тоже провязываем лицевой петелькой. Таким образом мы повторяем по узору, который я вам показала, перематываем видео на начало вязания 4 ряда и вяжем с 4 по 10 включительно. Связала я образец узора, давайте его назовем ажурная шахматка. Хочу поближе вам показать. Это лицевая сторона узора. И таким образом выглядит изнаночная сторона узора. Набирала я 26 петель, из них 2 кромочные. Ширина раппорта 6 петель. И давайте снимем размеры связанного образца. У меня получилась ширина образца около 12 сантиметров. И 8 сантиметров высота. Здесь количество рядов в высоту я не считала, просто связала. Так, вот это низ образца. Таким образом выглядит узор. Вяжется, как вы убедились, очень просто, быстро, легко запоминается. Что можно связать этим узором? Можно связать топ, жилет, кардиган, шапочку, палантин, снуды, шарфы ажурные. Из тонкой пряжи будет очень неплохо смотреться. И нить мне понравилось вязать из пряжи I Love You 7. Название пряжи, торговая марка Drops. Я ее заказывала в интернет-магазине Мир Вышивки. Также у меня есть промокод на скидку 10% при оформлении первого заказа на сайте интернет-магазина Мир Вышивки. Я с удовольствием хочу поделиться с вами промокодом. Ссылку на магазин и на пряжу вы можете посмотреть в описании под этим видео. В инфобоксе. Давайте немножко вам расскажу о пряже. Это 100% хлопок. Вес одного моточка 50 грамм. Метраж 170 метров в 50 граммах.
Пряжа предназначается не только для вязания детских вещей, но также для летних и вещей на весну и осень, вещей для взрослых. Тип окрашивания однотонный. И страна производства Норвегия. В упаковке 20 мотков. И что очень удобно заказывать через интернет-магазин «Мир вышивки». Пряжу можно заказать любого цвета моточками, то есть столько, сколько вам нужно. У меня заказ был всего лишь из 6 мотков пряжи состоит. Я думаю, что эта пряжа идеальна для вязания летних вещей спицами, и также можно связать эту пряжу крючком. Мы сегодня с вами посмотрели, каким образом смотрится узор из пряжи I Love You 7. Цвет номер 12. Это нежно-сиреневый цвет. Очень красивый. Камера его правильно передает. Вязала я круговыми спицами на тросике номер 3. Спицы у меня называются Панорама. 40 сантиметров от одного кончика до другого. И вот такой вот у нас узор с вами получился. Сейчас, если мне попадется какая-нибудь интересная модель или узор, я что-нибудь придумаю и свяжу какую-нибудь кофточку с укороченным рукавом, либо 3/4, в зависимости от того, насколько мне хватит пряжи, на какое изделие. И, может быть, даже сниму обучающий подробный мастер-класс на своем канале. Посмотрите, какой красивый узор. Не затейливый, конечно, простоват, но вяжется легко, быстро, не требует схем для вязания и очень универсальный. Хочу также оставить свой отзыв и мнение о пряже. Пряжа мне очень-очень понравилась. Вязать из нее одно удовольствие. Вязаные изделия будут у вас мягкие, я бы сказала, мягчайшие на ощупь. Она идеальна для вязания детских вещей. Комфортная будет, приятная к телу. И она мне настолько понравилась, что я бы хотела даже и повторить заказ и уже заказать пряжу в другой расцветке. Очень понравилась пряжа. Со своей стороны рекомендую. Идеально вяжется спицами, не расслаивается и хорошо скользит по спицам. Приятно в руках ее держать. И узоры, связанные спицами, смотрятся, на мой взгляд, прекрасно. Со своей стороны рекомендую эту пряжу. Она мне очень понравилась. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на следующем очередном мастер-классе. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.